Всем привет, мои любимые фанаты Великолепного века! И сегодня мы поговорим о рабстве, а именно о рабынях и рабах Хюррем Султан. Не забываем, пожалуйста, о том, что вчера вышло интересное видео об отношениях Мехримах и Балибее. Это рассказ самих историков. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. Хюррем Султан – властная женщина, она шла сама от начала до конца. Мало было помощников и тех, кто поддерживал ее. Сколько же крови и смертей было на ее пути. Сегодня я хотела бы вам рассказать про 12 верных слуг Хюррем Султан. Наверное, начнем мы с самого преданного и самого закаленного слуги, который был у Хюррем от начала и до конца. Это, конечно же, Сюмбюль-ага. У нас есть очень много интересных видео про Сюмбюль-агу и даже его плейлист. Вы можете с ним ознакомиться по подсказке выше, либо по ссылочке в описании к данному видео. Сюмбюль-ага был одним из главных евнухов во дворце. Он учил рабынь танцевать, общаться с султаном и вел рабынь по золотому пути. Он практически помог Хюррем Султан стать султаншей и завоевать сердце Сулеймана. Многим интересно, как же Сюмбюль-ага стал евнухом. У нас есть интересное видео про это, вы сможете ознакомиться с ним по подсказочке выше, либо внизу в описании к данному видео. Конечно же, Сюмбюль-ага не сразу стал верным слугой Хюррем, но со временем он полностью перешел на ее сторону и был преданным до конца ее дней. Есть его, так сказать, друг Гюль-ага. Он отличался от Сюмбюля тем, что всеми правдами и неправдами служил Хюррем. Многим была невыгодна такая служба, и его выгнали, но Хюррем помогла евнуху и обеспечила его полное существование. Эсма. Рабыня, которую практически не видно и не слышно. Мне очень нравилась эта девушка. Она очень добрая. Она была помощницей воспитания Шахзаде. Она познакомилась с Хюррем еще в момент, когда их везли во дворец как живой товар. Назлы. Девушка умирает из-за интриг Хюррем Султан. Они вместе со служанкой хотели обвинить Ибрагима и Шах-Султан в их любовной связи с помощью письма. Правда ли было это письмо или нет, к сожалению, неизвестно, но у них это не совсем получается. Фахрия. Все помнят эту девушку, которая поначалу была мужская стрижка, и ее спутали с мужчиной. Ее привели в гарем для того, чтобы девушка не погибла. У нее жесткий нрав, и она больше похожа на мальчишку. Девушка сначала служила Махидевраном и становится засланным казачком в покое Хюррем, дабы узнать тайны султанш. Но девушка со временем становится на сторону Хюррем Султан и помогает держать все под контролем и информирует Хюррем из Манисы. Гюль-Нихаль. Хюррем и Гюль-Нихаль были подругами. Они думали, что всегда будут вместе и в их жизни не будет предательств. Но, к сожалению, любовь к одному мужчине расставила все по своим местам. Гюль-Нихаль понимала, что она не сможет бороться с Хюррем, и уступила Сулеймана без борьбы. Хюррем дала понять бывшей подруге, что не остановится ни перед чем и будет идти до конца. Эфсун. К сожалению, она была не верна Хюррем, но вначале рабыня клялась в верности Хюррем. Когда Хюррем запланировала отравить Мустафу, девушка вызвалась помочь, но она преследовала свои интересы. Она, как и многие в гареме, захотела власти и хотела родить Мустафе наследника и стать султаншей. К сожалению, точно утверждать, что она пылала к Мустафе чистой любовью, не получается, но все же она погибла в результате аборта. Нигер Калфа. Это та рабыня, которая подсказала Хюррем попросить Сулеймана сделать ее мусульманкой, чем и помогла султанше стать на один большой шаг ближе к султану. Но так, чтобы сказать, что Нигер была на 100% предана Хюррем, нельзя. Она все время сидела на нескольких стульях, пытаясь угодить своим госпожам. Как мы знаем, что Нигер попала в гарем примерно в 17 лет. Она добилась больших высот на службе в гареме и помогала обучать новых девушек манерам и прислуживала султаншам. Нигер любила очень Ибрагима, и когда она потеряла от него дочь, она не мыслила больше жизни ее и спрыгнула со скалы. Гюльша – верная служанка Махидевран. У данной рабыни была служба на грани фанатизма. Она была готова сделать все, что угодно для своей госпожи. Но Махидевран просто воспользовалась девушкой
помощницей в своих интригах и выбросила ее как ненужную вещь. Хюррем, быстро смекнув, переманил ее на свою сторону. Гюльшах преданно служила Хюррем, но, к сожалению, ее жизнь оборвалась во время покушения на Хатидже. Нигер Калфа убила Гюльшах. Нилюфер. Девушка была замечена только в одной интриге с Хюррем, из-за чего и была, к сожалению, убита. Она помогала Хюррем в отравлении Ибрагима с помощью отравленного дневника Ибрагима Паши. Также я не могу не упомянуть Рустема Пашу и Афифе Хатун, хотя Афифе всегда говорила, что она предана султану Сулейману. Кстати, так оно и было. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и не забываем нажимать на колокольчик. С нами будет и еще один.